Всем привет! В этом видео я вас научу, как вязать вот такую красивую кофточку крючком. Мы научимся вязать мотивы, полумотивы, соединять их между собой, а также вязать основной узор. А так выглядит кофточка со спинки. Как вы видите, все очень красиво, эффектно. Вот такую схему я нашла для данной кофточки, но сразу скажу, мы будем ее менять. Как ее делать, я попозже расскажу. Пряжу я выбрала Пехорка Успешная. Это хлопок, в 50 граммах 220 метров. От пряжи зависит и размер кофточки. Я тоже про это обязательно расскажу. Итак, мы вяжем 2 ряда из мотивов. Первый ряд целые мотивы, во втором ряду у нас появляются половины мотивов. Но хочется обратить внимание на пройму. Посмотрите, мне кажется, достаточно здесь узко и неудобно, поэтому я советую в рукавах также связать 2 ряда из мотивов. Сделать немного спущенный рукав, но если вам нужен узкий рукав, то потом в дальнейшем при обвязывании мы можем его сузить, но будет проймочка пониже, вот здесь, что намного удобнее. И такую кофту можно связать уже на любой размер, что немаловажно. Изменение схемы никак не скажется на ширине спинки и полочки. Об этом я расскажу также. Ну и научу вас обвязывать низ кофточки, горловину и края рукавов. Все это будет в новом мастер-классе. А вот так кофточка выглядит со спинки. Здесь 2 ряда из мотивов. Ну и также заметно, конечно, места проймы. Здесь такие складки, достаточно туго. Обязательно сделайте 2 ряда из мотивов, чтобы все было красиво. А вот схема, по которой мы будем вязать. Я ее выложу в группы ВКонтакте и в Одноклассники, чтобы вы могли найти ее и скачать. Ширину спинки и полочки мы берем по этой схеме. Здесь с 42 по 52 размеры даются. Ну давайте еще поближе разберемся. Посмотрите, 10 сантиметров это ширина мотива. Из той пряжи, которую я взяла, мне тоже получается 10 сантиметров. Затем спинку и полочку ширину мы берем по предыдущей схеме. Но ширина рукавов у нас получается здесь 15 сантиметров. Это один целый мотив и один сложный пополам мотив. Конечно, 15 очень мало. Поэтому мы берем 2 целых мотива здесь, так, чтобы глубина проймы у нас получилась 20 сантиметров и более, как вам нужно. Посмотрите. Итак, как же нам увеличить вообще размер кофточки? Первое, с чего мы можем начать, это поменять пряжу. Взять потолще пряжу, тогда у вас получатся сами мотивы не 10 сантиметров, а побольше. Второй способ – это увеличить количество мотивов. Здесь у меня в спинке и полочке всего по 4 мотива. Можно добавить 5, 6, сколько угодно. А также увеличить, добавив 3 ряд к нашей кофточке. Тогда данную кофту можно связать абсолютно на любой размер. Вот здесь 4 было мотива, а мы сделаем 5 или 6, как вам угодно. Зависит, конечно же, от пряжи. Ну а горловину можно адаптировать к абсолютно любой схеме. Неважно, сколько у вас мотивов в спинке и полочке. Ну а так выглядит схема, которая прилагалась к фотографиям кофточки. Но она не очень понятна, и в ней нужно обязательно вносить изменения, поскольку если вы будете вязать прямо по схеме, то получится не очень красивый мотив. А у меня получился красивый, посмотрите, он очень похож на тот мотив, который на фотографиях. Объемные лепесточки и еще в ширину как раз 10 сантиметров, то, что нам нужно. Как вязать именно такой мотив, я сейчас покажу. Ну и я, кстати, нашла схему, по которой можно уже показывать, но в нее также нужно вносить изменения.
Вот она. Вначале мы делаем 8 воздушных петель, как и на схеме. Но в первом ряду вместо столбиков с накидом будем вязать столбики с 2 накидами. Затем 3 воздушные петли, столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли. И так до конца ряда. Давайте приступим к вязанию. Выбрала я крючок на 1,25 мм. Пряжа Пихорка успешная. В начале ряда делаем первую рабочую петлю и 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заводим крючок в первую петлю и соединяем цепочку в кольцо. Вот. Вяжем первый ряд. Вместо первого столбика с 2 накидами 4 воздушные петли и еще 3 воздушные петли по схеме. Затем делаем столбик с 2 накидами. 2 накида на крючке, заводим крючок через кольцо и провязываем столбик с 2 накидами. Кончик нити кладите поверх цепочки, вместе с ним будем обвязывать. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючке, заводим крючок через колечко и провязываем столбик с 2 накидами. После делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида, столбик с 2 накидами и 3 воздушные петли. В первом ряду у нас должно быть 8 столбиков с 2 накидами. Вяжем далее 3 воздушных петли, 2 накида на крючке и провязываем 5 столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючке, 6 столбик, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 7 столбик с 2 накидами. Вот тут очень важно пересчитать количество столбиков, чтобы никакой лишний не провязать. 3 воздушные петли, 8 столбик с 2 накидами. Пересчитали, все нормально. И заканчиваем ряд 3 воздушными петлями. 1, 2, 3. Соединяем 1, 2, 3, 4 с 4 воздушной петелькой подъема. И у нас получилось вот такое колесико. Посмотрите. Первый ряд готов. Вяжем новый ряд. Давайте его поглядим на схеме. Сначала делаем столбик без накида, затем 2 воздушные петли. По краям лепестков полустолбики с накидом вязать мы не будем. Вот эти столбики вязать не будем. А вяжем столбик с 1 накидом и 3 столбика с 2 накидами в середине. Затем столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли и столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом, 3 столбика с 2 накидами, столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, столбик без накида. И так до конца. В начале ряда делаем 1 воздушную петлю подъема и вершинку провязываем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли. Под цепочкой делаем 1 столбик с 1 накидом, 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 накида, 2 и еще раз 2 накида, 3. 3 столбика с 2 накидами. И 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли. Вершинку столбика предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Первый лепесток
у цветочка готов. Вяжем второй. Делаем 2 воздушные петли. Накид, 1 столбик с одним накидом, 2 накида на крючке. Провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик готов. Второй столбик готов. И третий столбик с 2 накидами тоже готов. Остается провязать 1 столбик с одним накидом. Затем 2 воздушные петли, 1, 2, и столбик без накида в вершинку столбика предыдущего ряда. 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом, 3 столбика с 2 накидами, 1, 2, 3. И 1 столбик с одним накидом. Вот. 2 воздушные петли, столбик без накида. Третий лепесток у нас тоже готов. Все оставшиеся лепестки вяжутся по этому же принципу. Вот я довязала. Посмотрите, остается провязать только 2 воздушные петли. Затем заводим крючок в вершинку столбика без накида и с ней соединяем. Все, второй ряд у нас готов. Вот какой он получился. Немножко лепестки могут идти волнами, слегка. Давайте разберем новый ряд. Немножко необычный. Столбики без накида вяжем в тех же вершинках, что и столбики без накида предыдущего ряда, в тех же петельках. Затем вяжем в обратную сторону. 10 воздушных петель, столбик без накида, 10 воздушных петель, столбик без накида и так до конца. Как же это вяжется? Поворачиваем наизнанку и будем здесь с изнаночной стороны вязать. В начале ряда 1 воздушная петелька подъема. Теперь находим петлю, в которой уже провязан столбик без накида в предыдущем ряду. Вот она. И в эту же петлю вяжем столбик без накида. То есть у нас в одной петельке будет 2 столбика без накида. Вот, столбик без накида. Теперь с изнаночной стороны будем вязать 10 воздушных петель, цепочку из 10 воздушных петель. Затем находим столбик. Здесь у нас уже провязан столбик без накида. В эту же петлю провязываем еще 1 столбик без накида. С изнаночной стороны цветочка, обратите на это внимание. А затем делаем 10 воздушных петель. 10 воздушных петель и столбик без накида. Находим вершинку столбика в первом ряду и провязываем там столбик без накида. 10 воздушных петель. Вот такой ряд, достаточно необычный для вязания, но в принципе ничего сложного в нем нету. Столбик без накида. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Вот сзади лепестков у нас вот такие цепочки из 10 воздушных петель. Довяжите все оставшиеся лепестки до конца. 10 воздушных петель, столбик без накида. Итак, я довязала все необходимые цепочки и крайнюю цепочку я соединяю с вершинкой первого столбика без накида. Вот. Теперь ряд готов. Вяжем новый ряд уже с лицевой стороны нашего цветка. Давайте его разберем на схеме. В новом ряду мы будем обвязывать цепочку из 10 воздушных петель. Сначала
столбиком без накида, затем 2 полустолбиками с накидом, 4 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом, 2 полустолбика с накидом, столбик без накида, столбик без накида, 2 полустолбика с накидом, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом, 2 полустолбика с накидом и столбик без накида. И так обвязываем все цепочки. Теперь сразу под первой цепочкой провязываем столбик без накида. Затем 2 полустолбика с накидом. Накид, заводим крючок и провязываем сразу все 3 петли на крючке. Накид, заводим крючок под цепочку и провязываем сразу все 3 петли на крючке. Это 2 полустолбика с накидом. Теперь 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с 1 накидом. Так, вот у нас половина лепестка связана. Далее делаем 2 воздушные петли, вяжем в обратную сторону. Сначала 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с 1 накидом. Теперь 2 полустолбика с накидом. Накид, первый полустолбик с накидом, второй полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. Вот такой лепесток у нас получился. Вяжем новый лепесток. Обвязываем цепочку из 10 воздушных петель. Сначала мы делаем столбик без накида. Так. А затем 2 полустолбика с 1 накидом. Первый полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом. 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с накидом. Затем в середине 2 воздушные петли и вяжем в обратную сторону. 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. Затем 2 полустолбика с накидом. 1, 2 и столбик без накида. Вот он. 2 лепесточка у нас провязаны. Вяжем 3-й лепесточек точно по такому же принципу. Столбик без накида, 2 полустолбика с 1 накидом, 4 столбика с 1 накидом. Под каждой цепочкой нужно провязать будет то же самое. Можете перемотать видео назад и вместе со мной обвязать каждую цепочку из 10 воздушных петель. Вот что должно у нас с вами получиться. Вот такие красивые лепестки. Я почти довязала ряд, его еще не соединила. Соединим вместе с вами. Находим первый столбик без накида. Вот он. Заводим в него крючок и соединяем. Все. Теперь уже ряд готов. Чтобы приступить к вязанию нового ряда, нам нужно перевести крючок под воздушные петли. Переводим полустолбиками. Заводим крючок за обе стенки в следующую петлю. Переводим полустолбиком. Снова заводим крючок в следующую петлю. Переводим. И вот так потихоньку, петелька за петелькой, крючок переводим до воздушных петель. Заводим крючок, переводим. Заводим крючок под воздушные петли,
переводим. Все. Крючок находится в том месте, где и должен быть, а именно под воздушными петлями. Вяжем новый ряд. Столбик без накида, затем 7 воздушных петель. В углу вяжем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 7 воздушных петель. Столбик без накида под воздушными петлями. Ну и повторяем так. 7 воздушных петель, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 7 воздушных петель, столбик без накида. И вяжем так до конца ряда. Давайте свяжем этот ряд вместе с вами. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема и столбик без накида. Затем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под следующими 2 воздушными петлями провязываем 2 столбика с одним накидом. Накид, 1, первый столбик готов, и второй столбик с одним накидом. Затем делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И тут же провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1, 1. Вот. В уголке мы связали все, что нужно. Теперь делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида под 2 воздушными петлями. Снова делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в уголке провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот еще один уголок мы с вами провязали. Посмотрите, что получается. Ряд очень простой. После мы вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем столбик без накида. Ну и так далее. 7 воздушных петель. И в уголке вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Вот, посмотрите, я провязала 7 воздушных петель, осталось только соединить. Соединяем мы вершинкой столбика без накида. Заводим крючок, соединяем. Ну и вот что должно получиться. Если этот ряд немножко стянутый, то вместо 7 воздушных петель можно вязать 8 воздушных петель. От этого ничего не изменится. Надо, чтобы у нас мотив был ровный, не стянутый. Новый ряд. Столбик с накидом. Затем под цепочкой провязываем 10 столбиков с накидом. 3 воздушные петли. В уголке также вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли. Под цепочкой делаем 10 столбиков с одним накидом, 1 столбик, вершинку столбика без накида, снова под цепочкой 10 столбиков с накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика, 3 воздушные петли. И так вяжем до конца ряда. Давайте вместе этот ряд свяжем.
Ряд соединяем с вершинкой столбика с накидом. В нашем случае это 3 воздушные петли подъема. Вот они, 1, 2, 3. А уже затем вяжем 10 столбиков с одним накидом, прямо под цепочкой. Провязываем 10 столбиков с одним накидом. Тут главное в числах не запутаться и все правильно провязать. Именно 10. И смотрите, чтобы у нас обвязывание шло ровно, столбики нигде не были либо стянуты, либо наоборот широко провязаны. Довязываем 10 столбиков с одним накидом. Не забывайте пересчитать. Вот, теперь 10. Расправим, чтобы все получилось красиво. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дошли мы до уголка. И в уголке делаем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Как и в предыдущем ряду. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вот такой уголок получился. Затем делаем 3 воздушные петли и под цепочкой провязываем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. И так 10 столбиков с одним накидом. Обвязываем всю цепочку из воздушных петель. Еще раз напоминаю, 10 столбиков с одним накидом. Поправляйте ваши столбики, чтобы они не сдвигались, и все было ровненько. Довязываем. Затем столбик без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. Под следующей цепочкой из воздушных петель делаем снова 10 столбиков с одним накидом. Тут очень важно пересчитывать количество столбиков, чтобы нигде не запутаться. Ровно 10 столбиков с одним накидом. Довязываем необходимое количество столбиков. Так, 10 столбиков. Вот они. После вяжем уголок. Это 3 воздушные петельки. Так. 1, 2, 3. Теперь под воздушными петлями провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И тут же 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Уголок у нас провязан. После вяжем 3 воздушные петли, 10 столбиков, 1 столбик, 10 столбиков и так далее до следующего уголка. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. В конце соединяем ряд с 3 воздушной петелькой подъема. Вот она. Итак, довязываем ряд до конца самостоятельно. Вот я провязала 10 столбиков под цепочкой. Теперь завожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и с ней соединяю. Ряд готов. 2 воздушные петли, ножницами отрезаем нить и затягиваем тугой узелок. У нас получается вот такой красивый мотив. Кончик нити нужно заправить. Ну а сейчас я покажу, как 2 мотива эти между собой можно соединить. Соединять будем 1,
в уголке 2 под цепочкой, 3 вершинки столбика, 4 под цепочкой, 5 в уголке. В 5 местах соединяем мотивы между собой. Один мотив у меня готов, второй не довязан. Прикладываем изнаночными сторонами между собой. Вначале делаем всего одну воздушную петлю в уголке. Затем под цепочкой готового мотива провязываем столбик без накида вместо второй воздушной петли. И довязываем третью воздушную петлю. Накид под цепочкой недовязанного мотива вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Вот, мы соединили с вами 2 мотива в уголке. Теперь соединим под цепочкой. Вяжем всего одну воздушную петлю. Теперь провязываем под цепочкой столбик без накида. Воздушная петля. И сразу вяжем 10 столбиков с одним накидом под большой цепочкой. 1, 2, 3 и так далее. 10 столбиков с одним накидом. Вот мы соединили в 2 местах наши мотивы между собой. Теперь соединим вершинки столбика с одним накидом. Нажимаем на паузу, провязываем 10 столбиков с одним накидом до конца самостоятельно. Затем вяжем 1 столбик, вершинку столбика без накида предыдущего ряда. Вот столбик с накидом мы провязали. Чуть-чуть вытяните петлю. Находим точно такой же столбик у готового мотива. Вот он. Заводим крючок за обе стеночки и протягиваем нашу вытянутую петлю. А теперь просто продолжаем вязать недовязанный мотив. 10 столбиков с одним накидом под цепочкой из воздушных петель. 10 столбиков с одним накидом. Вот мы с вами соединили еще в одном месте, уже в 3 местах из 5. Довязываем 10 столбиков с накидом до конца. Вот я провязала 10 столбиков с накидом под цепочкой. Затем вяжем одну воздушную петлю. Вместо второй делаем столбик без накида под цепочкой готового мотива. Столбик без накида. Затем воздушную петлю. Теперь в уголке вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Вместо 3 воздушных петель делаем одну воздушную петлю. В уголке столбик без накида и еще одну воздушную петлю. Довязываем 2 столбика с одним накидом. Так, 1, 2. Все, мы соединили с вами 2 мотива между собой в 5 местах. Теперь остается довязать недовязанный мотив до конца. Посмотрите, что получается. Довязываем наш мотив до конца. 3 воздушные петли, 10 столбиков с одним накидом под цепочкой из воздушных петель и так далее. Довязываем этот мотив до конца. В конце соединяем с 3 воздушной петелькой подъема, как я уже показывала. Ну и вот такое у нас место соединения получилось. Посмотрите, оно эластичное, и если прогладить утюгом, будет все ровненько и аккуратно. В итоге мы с вами научились вязать мотив и соединять 2 мотива между собой. Посмотрите, какая красота должна у нас с вами получиться. Теперь свяжите все необходимое количество мотивов по вот этой схеме, которую мы с вами разбирали.
Как вязать полумотивы, я вам покажу в следующем видео. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!